Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Исполнится ли мое желание? Исполнится ли ваше желание, мои дорогие стрельцы? Давайте узнаем. И это новый формат видео. Я назвала это видео «Трамвай желания». Вся наша жизнь, словно путешествие. Иногда нам приходится замедляться, делать паузу, а то и остановку. А в иное время, наоборот, приходится ускориться, скользя по событиям нашей судьбы. Я верю в судьбу, хотя не обязательно со мной соглашаться, тем событиям, возможностям, обстоятельствам, которые нам жизнь открывает или в которых мы находимся. Планетарно же 4 числа, мои дорогие стрельцы, Марс выходит из вашего знака зодиака и отправляется в знак Козерога. И если в вашем знаке Марс он мог более проявляться как импульс или желание быстро что-то осуществить, то в Козероге это порядок, это структура. Поэтому быть где-то в более холодных, рациональных энергиях вы можете что-то упорядочивать, но когда уже, знаете, вам самим, скорее всего, не захочется вот так с места в карьер куда-то рваться или сделать что-то на импульсе. Может быть, вы начнете осознавать, что, вообще, да, поспешил и себе где-то сделал минус. А вот если сначала подумал, проанализировал, вот, наверное, со словом «анализировать» у вас будет не одно событие в течение января. Давайте вместе поразмышляем, мои дорогие стрельцы, и допустим альтернативные варианты развития событий. И наш второй расклад будет строиться из двух направлений. Желания и возможности. Вот давайте узнаем. Первую карту мы такую достанем. Энергии. Насколько энергии января, мои дорогие стрельцы, благоприятствуют или в целом, может быть, для реванша не самое подходящее время. Мы достанем первую карту. И дальше мы достанем 3 карты, как 3 сферы жизни, может быть, в которых вы задумали перемены или хотите что-то осуществить, или сами по себе 3 желания. И третье. И выложим второй ряд, это будет называться возможности или как перспективу что-либо осуществить в вашей жизни в пределах января видят карты. Итак, исполнится ли ваше желание в январе, мои дорогие стрельцы? Вы знаете, смотря чего касается желания, вот в принципе энергии благоприятные. Вот сразу нам выпадает король мечей. Это те персонажи, которые занимают высокий пост, энергетика карты. Или когда вы что-то делаете по закону, когда вы делаете что-то наверняка, не основанное на импульсе, а то, что у вас, мои дорогие стрельцы, уже как будто просчитано. Вот, наверное, если вы идете в инстанции оформлять те или иные документы, ну, пока нам тут не рассказали до конца, но вы как будто прикладываете усилия, и вы точно знаете, правда за вами, например, да? Или есть возможность, варианты, может быть, как раз альтернативные, решить тот или иной вопрос. И вы себя подкрепили какими-то знаниями положений, каких-то правил, регулировок. Тогда смело можно отправляться и аргументированно, без эмоций, вот так логически выстраивать цепочку видения как будто своего и транслировать собеседнику. Тут вы будете услышаны, скорее всего. По этой карте для кого-то из вас могут быть благоприятны те вопросы, которые, например, иногда проходят узкие специалисты, в том числе врачи, может быть, стоматологи, мои дорогие, люди, работающие с металлом, в принципе, по этой карте тоже проходят. Это еще благоприятны будут те вопросы, опять же, если мы идем, первое, о себе узнавать что-то наверняка, вот как про врачей, да, проходим обследование. Или вам нужно совершить что-то в доме, допустим, как ремонт, переделать. И нужен именно тоже специалист, который знает вот это ноу-хау, как это сделать. Или как еще это согласовать, может быть, с какими-то положениями, да, если что-то глобальное, типа ремонта. Здесь есть еще такой момент, у кого слушание в суде, то тоже как будто для вас будет очень важно иметь на своей стороне того человека, который поддерживает и вашу точку зрения, он как будто знает. По сути, это адвокат,
И с другой-то стороны, он знает, как это проигрывается по закону, как это сделать грамотно. Вот здесь все надо делать грамотно. И нет места импульсу, мои дорогие, вот горячности какой-то не место. Может быть, вот в таких более рационально холодных энергиях, если вы будете находиться, то и ваши желания быстрее осуществятся. Давайте будем смотреть, что же нам карты расскажут про желания. Ну, вообще шикарно. Девятка кубков. Карта богатства, мои дорогие, процветания, изобилия. В первую очередь, конечно, самодостаточности. Когда у вас все под контролем, как будто деньги будут, какой-то проект у вас как будто продвигается. Но здесь больше дела, работа, бизнес. У кого бизнес, бизнес продвигается. Как будто вы можете, кстати, в январе для себя словно базу заложить, если вы намерены строить карьеру или добиться очень высокой должности. Для вас зеленый свет. И заработать тем самым еще больше денег. Вот здесь увязано, каким образом к вам приходят деньги и каким образом вы хотите себя проявить. Сделать, может быть, свою мечту, намерение, цель в реальность. Давайте посмотрим, и каковы же возможности. Нулевой аркан и старший аркан шута. И у нас в этой колоде удивительный шут, который жонглирует всем зодиаком. Обычно изображается как на краю обрыва, а наш шут парит в воздухе, как будто для него нет ничего невозможного. Карта гения, по сути дела, как Эйнштейн говорил, только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. Удивительная карта, ни в одной колоде я такой прорисовки именно шута не видела. И первый аркан старший у нас маг, а нулевой вот именно надо господствовать над хаосом. Вам придется что-то упорядочивать, мои дорогие. И скорее всего делать это грамотно. По аркану шут есть, безусловно, возможности. Но они будут совершенно не такие, как вы себе предполагали. Может быть, вы думали, я зайду в один кабинет, там сидит конкретный человек, я уже с ним разговаривал или беседовала, и мы быстро с ним все подпишем, согласуем, и дело в шляпе. А тут может по-другому. Пришли, а там кто-то иной. А за это время, может быть, поменялся закон, пусть даже это вы были неделю назад, а начинает работать какое-то новое правило буквально с Нового года. И вам, может быть, придется отправиться, доделать какой-то или переписать документ. Или вы можете столкнуться, что просто вот какая-то ситуация, она словно может начаться с нуля. Но это у вас, помните, открываются новые возможности. Здесь будет очень важно чего-то не упустить. И надеяться, опять же, на самого себя в плане, может быть, пошагового какого-то решения тех вопросов, которые вы задумаете, с элементом новизны, с уверенной победой в своих собственных силах и с логикой, рационализмом и отсутствием эмоций вы можете осуществить какое-то очень важное намерение. Или это сами по себе возможности, перспективы. Просто будьте внимательны в контексте того, что я сказала, тем более нулевой аркан. Вам что-то будет то, чего вы не ожидали. Или это методы вам придется использовать какие-то совершенно иные. Здесь может быть и для вас, мои дорогие, своеобразная трансформация. Вы как будто увидите, что в реальности, точнее, сейчас, как будто другие энергии господствуют. И мне нужно с ними, вот как игра по новым правилам, по-новому как-то взаимодействовать. Может быть, это как и люди, но может быть, это где-то как и законы или какие-то положения. Но возможности у вас шикарные. Второе ваше желание. Вот если кубки выпадали, но это не про любовь, это не про чувства, здесь именно про, когда чувство радости, счастья, удовольствия к нам приходит через благополучие, через конкретику, какой-то материализм. И здесь опять материализм. По тузу пентаклей вы можете получить, или вы хотите, может быть, получить известие какое-то. Вы ждете, что у вас, может быть, правда, оформится наконец-таки на какой-то документ. Или, мои дорогие, придут деньги. Вообще по тузу пентаклей мы можем ждать помощи высших сил. Давайте посмотрим возможности.
а будет по справедливости. Отчасти, наверное, я уже проговорила много вопросов по первым 3 картам, потому что у нас аркан справедливости, а первая ваша энергетика, как бы карта, король мечей. И правда, по справедливости вы можете и должны как будто делать все по закону. Мы вообще тут закон не нарушаем даже в мелочах. Когда выпадает этот старший, посмотрите, у вас 2 старших аркана. Тут вам словно придется столкнуться с какими-то событиями. Или вот этой ломкой шаблона, когда, ну, приходится себя где-то перестроить и принять вот ту реальность, которая сложилась. И не рискуем собой, даже я всегда говорю, переходя улицу. Перейти надо именно там, где положено, а не где всегда. По карте справедливости, по старшему аркану, быть честным самим собой. Значит, если очень хочется что-то осуществить, но вы видите, что обстановка как-то изменилась или, может быть, не способствует, не надо педалировать какую-то ситуацию, потому что не надо что-то, может быть, обострять, а увести самого себя, наверное, в первую очередь в какие-то реалии или в те возможности, которые у вас присутствуют на данный момент. Вы можете больше для себя осуществить со знаком плюс, если будете находиться в энергиях логики и рационализма. Дважды, потому что где-то одна карта и вторая имеют одну и ту же энергетику. И, может быть, у кого-то проигрывается то дело, правда, в суде, и вы ожидаете вот уже решения. И карта говорит, да, может быть решено какое-то дело по справедливости, но это будет зависеть от того, какие усилия вы приложили прежде. И если вы правы или закон на вашей стороне, то, скорее всего, какое-то событие вас обрадует. Но может быть и так, что если вы прежде, ну, где-то так вот наследили немножко, то здесь могут быть тоже варианты. Тут как беспристрастное какое-то решение может быть. Но хотя с тузом пентаклей вас как будто все равно. В процентном, если соотношении к удаче ваше время, мои дорогие стрельцы. Но не время для эмоций, это железно. Третье ваше желание. У кого-то может быть конкретная поездка. Или вы ждете предложения человека. Или это может быть вообще, знаете как, когда ваше желание вы будете корректировать, исходя из той новости, которую получите. Или буквально гонец принесет. Это может быть, когда вы столкнетесь, например, ну, у кого-то это может проиграться, с тем человеком, который внезапно появляется на вашей работе, например, по месту службы. Иногда это может быть новый человек и какие-то контакты, и, может быть, вам захочется с ним провзаимодействовать. Тут есть то, что вы, скорее всего, мои дорогие стрельцы, как будто сейчас можете еще пока не знать. А вот эти самые желания, может быть, отчасти, ведь это карта скорости и быстрой информации, на которую мы также быстро откликаемся. Или это карта быстрых поездок, когда собрался, подпоясался и уже ты в дороге. Или вот это те моменты, которые вы сейчас, как я говорю, еще не сформировали какое-то желание, оно будет зависеть от тех обстоятельств, которые будут быстро приходить на ваш порог. Может быть, это будет что-то, ну, не столь глобальное, и когда вам придется действовать быстро, чего-то вы не сможете определенно переложить на завтрашний день. Кой железо пока горячо, иначе время ты упустил. Давайте возможности. Праздник. А вот для кого-то из вас, может быть, правда, просто поездка, которую вы хотите осуществить, мои дорогие стрельцы. Может быть, это переезд, и вы ждете, что будут готовы документы, или какая-то у вас подвернется оказия. Тогда будьте готовы к тому, что оказия может тоже прийти как-то нелепо даже, а вам с этим надо провзаимодействовать. И тогда у вас будет праздник. У вас сама по себе карта праздника, радости, удовольствия от получения желаний. Поэтому какие-то мелкие желания определенно у вас сбудутся. Что-то глобальное, будьте внимательны. И еще что-то более глобальное, то, что повлияет на дальнейшее качество жизни. Вот через какую-то новую игру. Или смену стереотипов. Стереотипы вам как будто придется менять, хотите или нет. От этого будет зависеть ваше качество жизни, когда и все по закону, и когда с большим вдохновением, с большей радостью, с хорошим настроением. У вас прекрасный задел, мои дорогие стрельцы, на весь январь месяц. Давайте мы достанем карту совет, хотя, в принципе,
Знаете, как-то у вас упорядочено будет в январе. Вот я сделала уже достаточно знаков зодиака, не у всех в такой конве последовательности легли карты. Ну вот, нет сумбура, кстати, в вашем раскладе. Может быть, как раз потому, что король мечей, который признает порядок, он от него отталкивается в любых вопросах. Давайте мы спросим, каков же совет от карт. Правда, что-то заканчивается. Не удерживай, нам говорят. Все то, что ты, может быть, хотел осуществить. Или то, о чем ты, может быть, прежде мечтала, прилагала к этому усилия, но оно не случилось, не произошло, и за это время обстоятельства поменялись, а вы теперь на них не влияете. Есть определенно то, что не следует реанимировать, мои дорогие, в чем-то поставить точку и просто идти вперед. Поэтому, может быть, для вас вот эта смена шаблона, как смена возможностей, карта трансформации вам совет. Помни, что у тебя трансформация, что, может быть, в каких-то прежних даже энергиях или с прежним подходом к решению того или иного вопроса, и неважно, чего это касается, кстати, даже в личной жизни, как будто нужно быть более хладнокровным. Вы ведь люди солнечные, мои дорогие, оптимисты. Но для вас, для вашего большего успеха, посмотрите, какие карты. Говорят как раз о умении использовать определенные моменты, которые вам дарит судьба. Но делать это как раз рационально. Немножко не в ваших энергиях вам придется находиться январь, потому что вы наперед еще не знаете, какие возможности. И важно этот праздник не упустить. Важно себе не навредить. Это ведь тоже очень будет актуально для вас. Важно сделать все по закону. И тогда, правда, зеленый свет для исполнения ваших шикарных желаний. Но вот будьте серым кардиналом. Куда-то не спешите, мои дорогие стрельцы. Сначала подметьте, посмотрите, проанализируйте. Вот тут же как раз анализ ситуации по королю мечей. Он продумает все до мелочей и только потом действует. И уж тем более, ну, может быть, не самое удачное время кому-то что-то обещать. Нужно идти по 13-му аркану, мы как будто путешествуем в одиночку. Мы исследуем непознанную землю без карты, и поэтому нужно идти налегке, не обремененному какими-то обязательствами. И я так думаю, вот этот момент, он будет для вас важен. Не попадите в какую-то ситуацию, когда вы будете зависеть от как раз того, что вы кому-то что-то пообещали. И словно она вас будет держать в тисках. Здесь вот нужно быть в согласии с самим собой. Это будет очень важно. Прекрасный месяц для вас. Пусть исполнятся все ваши желания, и маленькие, и большие. Перекладывайте на себя, и будьте счастливы и любимы всегда.